Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберемся, в чем разница между компонентами, элементами, элемент-референсами и как это все вообще взаимодействует между собой. Мы с вами разобрали 6 разных типов элементов, а теперь давайте с вами разберем, как мы можем использовать эти разные типы элементов. И тут для себя я бы их разделил на 3 разные категории использования. Первая категория – это оригинальное использование, то есть использование буквы или контура или элемента один раз. То есть, допустим, предположим, мы с вами нарисовали букву H, в нашем шрифте есть только латиница в прописных, допустим, от A до Z. Эту букву мы нарисовали один раз, мы используем ее один раз, и больше нигде она по большому счету не появляется. То есть это просто оригинальное использование этого элемента. Это у нас первый тип. Назовем его оригинальное использование. Вторая категория использования элементов – это компонент. Это тот случай, когда мы имеем в нашем шрифте, помимо стандартной базовой латиницы, еще и расширенную латиницу. То есть, что такое расширенная латиница? Расширенная латиница – это обычные символы латиницы, к которым добавлен какой-то модификатор, какой-то диакритический знак, какой-то элемент, который превращает ее немножко в другую букву. Например, у нас есть буква H, которую мы нарисовали в обычном шрифте. Но если мы посмотрим на расширенную латиницу, мы увидим, что эта буква H на самом деле бывает немножко разная. У нее например, бывает вот такой циркумфлекс, либо вот такой бар добавлен. И это уже другая буква в каком-то другом языке, который использует ее как основную. Но рисовать заново эту букву, наверное, не очень удобно. Поэтому самый простой вариант – это просто взять и подставить букву H в ячейку этой буквы. И если мы зайдем сюда, то что мы увидим? Мы увидим, что эта буква не нарисована. Наш контур здесь не редактируется. Почему? Потому что эта буква, по большому счету, показывается из другой ячейки. Причем это делает на 2 раза. Как мы можем это понять? Контур не редактируется. Это первое. Второе. Если мы посмотрим на панель Elements, мы увидим, что у нее нету привычных вот этих кружочков, которые говорят нам о том, что это контур. Здесь нету никаких узлов. И когда мы кликаем сюда, в зависимости от того, какой режим стоит этого глифа, вот тут, например, мы можем его, об этом я потом расскажу. Вот так обычно оно выглядит, то есть мы можем выбирать их, мы видим, из чего он состоит, но ничего с этим поделать не можем. Вот тут у нас есть такая вот фигурка, которая нам говорит о том, что это компонент. То есть мы взяли эту букву из другого символа. Если я 2 раза кликну на нее, то я открою оригинальный символ. При этом, если я его сейчас как-то изменю, у меня изменится и компонент, потому что компонент наследует все свойства оригинального глифа. То же самое касается вот этого элемента circumflex. Он тоже, как видите, меняет свою форму. Причем он меняет свою форму не только в правой части, которую я нарисовал, но и в левой. Почему? Потому что это элемент референс. Это я расскажу чуть-чуть позже. То есть компонент – это просто дубликат существующей буквы, который в целях экономии места, в целях экономии размера самого шрифта, в целом упрощения создания наших букв, просто берется и показывается из другой. В каком положении, где это должно находиться, у нас регулируется специальными якорями. Тут мы их не видим. Например, вот здесь мы его видим. А здесь у нас его нет. Вообще, по идее, это ошибка, тут он должен быть. Да, странно, что его здесь нету. Ничего страшного. Это мы потом добавим. В общем, идея в том, что как в программе понять, как совместить почему этот циркумфлекс, он не снизу, например, находится, ни справа, ни слева. В этой букве и в циркумфлексе, который является отдельным символом, есть такой якорь. И когда программа соединяет этих 2 разных компонента в одной ячейке, она берет эти, скажем так, якоря и вместе соединяет за счет того, что у них схожие имена. Как это делать в будущем, я вам расскажу. В общем, компонент – это нередактируемый дубликат существующей буквы. Это вторая категория использования элементов. Грубо говоря, так. Мы разобрались со второй категорией использования элементов под названием компоненты. А как нам их, собственно, использовать?
Ну, самый простой вариант – это добавить их из другого глифа. Допустим, у нас есть буква H латинская, которая выглядит вот так. Мы, возможно, вы не знаете, но есть кириллическая буква N, которая выглядит точно так же, но звучит по-другому, называется по-другому. Нам нет смысла ее рисовать с нуля, мы можем ее просто создать из другой буквы. Что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, я ее сейчас удалю, как будто у меня ее здесь нет. И мы видим пустую ячейку. Что нам нужно сделать? Достаточно двойного клика. FontLab прекрасно знает, что это схожие буквы, он сам ее добавит. Но, допустим, по какой-то причине она не добавляется, или это какая-то вообще супер оригинальная буква, которую мы добавляем и хотим добавить из другого символа. Что мы можем сделать? Сейчас я ее открою и удалю заготовку, чтобы просто сделать это с нуля. Вот я ее сейчас удалил. Теперь я хочу, чтобы у меня в русской букве N отображалась графема, то есть рисунок буквы H. Что для этого нужно сделать? Вариантов несколько. Мы можем нажать правой кнопкой мышки и увидеть вот здесь такой пункт «Добавить компонент». Причем это можно делать как контур элементом, который редактирует непосредственно узлы контура, так и элемент тулом, который работает только с элементами. В любом из них я нажимаю правой кнопкой, здесь, как видите, меню поменьше, нажимаю «Добавить компонент». Появляется окно, в котором я могу выбрать, какой конкретный компонент мне добавить. Списка мы здесь не видим, поэтому я набираю латинскую букву H, и он мне показывает все символы, в которых есть эта буква в названии, ну, с которых она начинается, скажем так. Меня интересует самая первая. Причем, так как у меня здесь много разных слоев, я могу выбрать, добавить это только в текущий слой, текущее начертание, либо во все. Как видите, здесь у меня уже они есть, но я выберу все мастера, нажму ОК, и теперь у меня их вот здесь по 2 в каждом. Но меня это сейчас не волнует, меня интересует только это начертание. В общем, я его добавил, причем, если мы посмотрим на панель элементов, мы видим, что это ссылка на другой символ, то есть это компонент, это нередактируемый элемент. В нижней строчке в панели элементов, если мы включим вот эти вот все вкладки, мы увидим, что этот элемент ссылается на другие символы, в которых присутствует этот компонент. То есть он просто показывает связи, в каких там других символах это может использоваться. Я обычно на это не смотрю, но может быть вам это будет полезно. Хотя пользы не вижу. Если я сделаю двойной клик, я попаду в оригинальный глиф, который я теперь могу вот так изменять. Это все будет отражаться в оригинальном, ну вернее во всех дубликатах. То есть если я, допустим, сделаю вот так, что тут еще можно добавить? Допустим, вот так, да? Вот наш оригинальный символ. Если я вот так сделаю, как видите, во всех глифах, где используется такой компонент, все это отображается. Но при этом, если я зайду в компонент, ну то есть вот в... Что-то у нас не переключается. Сейчас переключимся. Вот так, да. То я не могу его редактировать, потому что компонент не редактируемый. Это нам нужно уяснить. Это, в общем, просто взяли одну букву, показали ее в другой ячейке, и все. Больше с этим мы сделать ничего не можем. А если вдруг мы хотим? Если вдруг у нас есть потребность иметь возможность редактировать контур буквы H и в оригинальной, и не в оригинальной, и где угодно, в этом случае нам пригодится третья категория элементов, категория использования элементов под названием элемент референса. Чем они отличаются? Отличаются тем, что это полноценный контур, но изменяя контур в одном месте, вы его изменяете и в другом. По сути, это то же самое, что и компоненты, но есть одно важное различие, и это в данном случае то, что отличает FontLab от любых других, ну, по крайней мере, насколько мне известно, шрифтовых редакторов. Там вроде бы такой штуки нету, есть обычные компоненты, но конкретно элементы — это возможность использовать не только целую букву в другой букве, но и ее часть, и ее какой-то отдельный, там, отдельную вертикаль или еще что-то. Мы это будем с вами использовать в ходе работы над шрифтом, поэтому сейчас может быть непонятно, но в будущем это будет понятно. Ну, допустим, нас интересует буква F. Чем полезны элемент референс? Их можно использовать внутри самого глифа. То есть, если компоненты используются в другом глифе, и редактировать можно только оригинальный, здесь можно менять внутри самого глифа
эти два разных компонента. Как это работает? Вот, допустим, у меня есть полуовал один, и есть такой же его зеркальный. В обычном шрифте, в обычном графическом редакторе каком-то шрифтовом, вам бы надо было их по отдельности постоянно как бы синхронно как-то менять. Сначала один, потом другой. Здесь это делать не нужно. Мы можем просто взять и делать вот такие вот штуки. Вторая часть полуовала зеркально дублируется. Как это делается? Мы видим, что по большому счету это обычные контуры, но их отличает то, что у них есть вот такая вот циферка 3. Цифра 3 говорит нам о том, что эта буква дублируется несколько раз. Допустим, я сейчас удалю, во-первых, я ее разгруппирую, потому что видите, что она сгруппирована. Для этого мы выделяем буквы и нажимаем Ctrl-Shift-G, если я не ошибаюсь. Но у меня, по-моему, переназначено это, поэтому я это дело уберу. В общем, вот так сделаем. Выберу элемент и нажму Ungroup. Все, теперь они у меня разгруппировались. В общем, я удаляю вот эту половинку. И теперь могу создать копию вот этого полуовала. Вариантов у меня несколько. Я могу зажать Alt и элемент тулом, это очень важно. Не контур тулом, а элемент тулом. Потому что мы работаем с целым элементом, а не его контуром. Зажимаю Alt и сдвигаю в сторону. И у меня получается его копия. Отпускаю, все отпустил, создалась его копия. Как я могу это проверить? Во-первых, у меня вот здесь появились циферки, до этого их не было. Давайте проверим. Вот сейчас я удалил, у меня здесь их две. Почему две? Потому что есть еще такая в другой букве F. А вот сейчас вообще все удалилось. Отлично. Вот у нас он один, я зажимаю Alt, появился плюсик в курсоре, сдвигаю в сторону. С зажатым Shift это не позволяет мне по вертикали, если я Shift отпущу, она у меня вот так вот болтаться будет. Shift'ом я сдвинул ее, отпускаю все клавиши, немножко сдвинулся, не страшно. Теперь я могу ее отзеркалить. Как это сделать? Ну, можно, например, использовать панель Transform. Нажимаю вот так. Вот я ее отзеркалил. Слишком много раз сделал. Опять слишком много раз сделал. Ничего страшного. В общем, я ее теперь могу сдвинуть. И так как мы видим здесь двоечки, это говорит нам то, что они между собой связаны. И я могу теперь выбрать Contour Tool. Это буква, клавиша А. Клавиша V это Element Tool, черная стрелка. Клавиша А это Contour Tool. Теперь я могу ее вот так изменять. Вот, и, соответственно, они у нас взаимосвязаны. Но, допустим, я это сделал внутри глифа. А как мне перетянуть этот элемент, который взаимосвязан с другими, в другую букву? Очень просто. Включаю режим редактирования текста. Ну, например, это пускай буква будет, что там, Y. Нам ее не жалко. Я хочу, чтобы у меня вот этот полуовал, только один из них, был в другой букве. Выбираю элемент Tool, клавиша V, зажимаю Ctrl-C, то есть копировать обычное. Ну, кстати, я могу это и здесь сделать. Вот Ctrl-C. И теперь, если нажму Ctrl-V, то у меня полуовал вставится. И вот он у меня есть. Полуовал. Но мы здесь не видим циферки. Это говорит нам о том, что это оригинальный элемент первой категории. Он сам по себе. И если я вот так сделаю, как видите, ничего не меняется. Меняются только те, которые взаимосвязаны между собой. Как мне сделать так, чтобы он вставился как надо? Я удаляю его. Теперь я жму Ctrl-C, либо Edit, копия элемент. Вот копия элемент, Ctrl-C. И жму Ctrl-Shift-V. Он у меня вставился. Я его отодвигаю. И теперь, как видите, они взаимосвязаны. По-другому я могу сделать, выбрать инструмент, элемент Tool, Edit, вставить элемент Reference, то есть Ctrl-Shift-V, то, что я говорил до этого. Нажимаю, добавился новый контур, элемент Reference. Мы видим, что их теперь у нас копий 4 штуки. И я его вот так вот поднимаю, могу клавишами W отзеркалить, чтобы вот не тыкать сюда. И иногда бывает подтупливает, и проект очень большой, поэтому он очень долго все делает. Могу нажать E
он его перевернет вот так. И теперь, несмотря на все эти трансформации элемент тулом, я могу вот так вот их видоизменять. Как видите, все наши изменения, они отражаются и здесь, и здесь. Причем здесь, так как он перевернут и развернут, он это делает с учетом вот этого поворота. Теперь у нас он скопирован. Ну, допустим, я сейчас еще раз его Ctrl-C вставлю вот сюда. Я тыкаю в любом свободном месте, чтобы у меня вот здесь вот этот выбор исчез, потому что, видите, я нажимаю, она выделяется. Кликаю в любом свободном пространстве и жму Ctrl-V. Что произошло? Вставился элемент. Причем он вставился, но он вставился как элемент. Несмотря на то, что здесь есть цифра 10, это нас может смутить. Любые изменения с ним почему-то не работают. Почему? Потому что мы его вставили как обычный элемент. А почему здесь их 10? Потому что мы помним, что вот эта штука показывает нам все взаимосвязанные символы. А так как в моем шрифте очень много глифов расширенной латиницы, он мне показывает все Y, которые есть в этом шрифте, которые используют компонент Y в отображении в своей ячейке. Поэтому он мне показывает 10. Но не 10 связанных с вот этим полувалом, а просто 10 Y. Поэтому что мне сейчас нужно сделать? Точно так же я копирую, двойной клик, Ctrl-Shift-V. И вот сейчас вставился. И вот теперь он взаимосвязан. Хотя здесь 14, а здесь 10. То есть видно, что вот это тоже здесь дублируется. То есть если я добавлю сюда какую-нибудь Y с диерезисом, то в нем тоже все это есть. Но при этом это компонент. Его невозможно редактировать. Любые попытки редактировать перекидывают меня на оригинальный контур. Вот. То есть, что это такое? Это два разных варианта повторного использования. Первый вариант повторного использования — это компонент, когда мы используем один символ и показываем его в ячейке другого, но при этом редактировать его не можем. А второй вариант повторного использования, доступный только в FontLab, это элемент референс. Когда мы берем элемент, это может быть картинка, это может быть группа элементов, это может быть фильтр, это может быть просто обычный контурный элемент, цветной, все что угодно, и повторно его использовать в других ячейках и даже в том же самом глифе. И когда мы модифицируем один из элементов, другой тоже как-то видоизменяется. Мы это с вами еще подробно в отдельном уроке обсудим, наверное. Вот, поэтому сейчас просто вот запомните это все, и мы перейдем, наверное, дальше. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.